Ковальской. Это доктор, который нас лечит. Всем привет! И сегодня я сейчас отправляюсь к зубному доктору, дантисту. И лифт у нас опять не работает. Как я нашла этого зубного врача, когда у меня еще дочка была маленькая, ей было где-то, наверное, меньше года. Вот сейчас ей уже больше 6 лет. Она была у меня еще совсем грудная, у меня что-то было с зубом, то ли зуб болел, то ли еще что-то. Оставить мне было ее не с кем. И вот я нашла, куда, я подумала, куда можно пойти лечить зубы. Только здесь можно идти однозначно в немецкий госпиталь. Вот, потому что немецкий госпиталь считается как бы лучшим из госпиталей, и медицина в немецком госпитале считается очень хорошей. И, соответственно, я отправилась туда, и когда меня доктор увидел, он меня принял, и он мне потом предложил прийти в его офис. Он сказал, что у него есть свой офис, он предложил мне прийти в его офис. После этого я пришла к нему, и мы все сделали, и с тех пор как бы завязалось наши отношения, имеется в виду пациента и доктора, и уже там, наверное, может быть лет 5, наверное, может быть и больше. И я, и вся моя семья, мы к нему ходим. Вот, у меня образовалась дырка в зубе, нужно было удалять нерв, прочищать рут-канал. Вот, он мне все это сделал, и вот я сейчас иду уже как бы, дай бог, последний визит, чтобы мне поставить уже окончательную пломбу. Вот, как-то вот так вот. У него сначала я его первый раз встретила доктора в немецком госпитале, потом я пришла к нему в его частную клинику. Вот долгое время, несколько лет мы ходили туда, потом у него поменялся другой офис. И сейчас он вообще работает в обычной, кстати, в государственной, как бы сказать, больнице. У него там свой офис, своя клиентура. Я думаю, что им просто даже удобно не платить за офис, а просто как бы принимать людей. Его люди знают, как бы любят. И, по крайней мере, из тех людей, которые я видела, докторов, он очень даже добросовестный человек. Вот, и по пути сейчас, пока я иду, я постараюсь тогда ответить на вопросы, которые задавали, и как бы прояснить какие-то темы. Вот, значит, первый вопрос был от Валерии. Валерия спрашивала по поводу, собираюсь ли я воспитывать своих детей в традициях, как здесь по египетским традициям, выдавать замуж за египтян, и собираюсь ли я предоставить свободу жизни своим, я так понимаю, дочерям в первую очередь. Вот, я просто хочу сказать сначала, как оно было, когда у меня родилась первая дочь. То есть сначала муж мой мне посоветовал, попросил разрешения, чтобы он дал ей имя. Как, конечно, позже я поняла, это было, конечно, сделано настойчиво, именно потому что имя было мусульманское. Вот, и, соответственно, уже много лет прошло, и уже многие вещи мне стали понятны. И, конечно же, он это постоянно подчеркивает, мой муж, что у них они выйдут замуж, они выучатся, они выйдут замуж. То есть это обычная египетская схема. И они здесь так все живут. И, конечно же, никакой свободы, потому что я бы, конечно, хотела, чтобы девочки учились, получали высшее образование в России, конечно. Я вот сейчас пытаюсь устроить в русскую школу хотя бы младшую, вот, чтобы она экстерном училась. Вот. Конечно, ни о какой свободе тут говорить в воспитании
и не приходится, ну дай бог. Вот. По поводу также Валерия спрашивала по поводу досуга. Как египтяне, я так понимаю, проводят свой досуг. Ну, у меня есть видео по поводу досуга, что не по поводу досуга, а вообще как египтяне здесь отдыхают. То есть вот, например, вот там вот находится клуб Самуха он называется. То есть здесь люди обеспеченные, соответственно, вот состоят в таких клубах. Ну, а люди необеспеченные нигде не состоят и, соответственно, не имеют никакого досуга, кроме как праздников, каких-то мусульманских праздников и каких-то мероприятий, которые они организуют внутри семьи. То есть это рождение ребенка. У них-то есть такое понятие, как неделя, когда ребенку отмечается его рождение. Вот. По поводу клубов, вот я, кстати, очень долго переживала. Ночные клубы — это была моя страсть и любовь, электронная музыка. Конечно, я когда здесь оказалась, я все время просила своего мужа, чтобы он отвел меня в какой-то ночной клуб, потому что хотя бы раз в неделю обязательно нужно было всегда сходить. Но он как-то так отнекивался, отмалчивался, ну а потом, как говорится, позже все гораздо стало ясно, что никакие мне здесь клубы не светят, никакой музыки, все это понятно. Но это как бы стало ясно гораздо позже, за счет того молчания и определенного, как говорится, съезжания с темы по тем или иным вопросам. Вот, по поводу кино также Валерия спрашивала. По поводу кино, какие здесь фильмы идут. Здесь в кинотеатрах идут все фильмы, что идут во всем мире. Единственное, у них здесь отсутствует дубляж. Как, предположим, у нас в России полностью дублируется фильм. То есть здесь любой фильм американский, который идет, а их здесь идет очень много, они идут внизу с субтитрами на арабском языке и на французском, оставляя при этом оригинальный язык английский, что, в принципе, очень даже удобно. То есть для меня, например, ну и я думаю, что для всех иностранцев. Вот. Что еще? Вообще египтяне очень много смотрят телевизор. Жизнь у них достаточно, так как жизнь у них достаточно, как сказать, бескрасочная. Вот. И поэтому они как бы... Вот сейчас перехожу дорогу, кстати, сильный очень достаточно трафик. Вот. И поэтому они очень много смотрят телевизор, особенно их женщины. У них популярны различные всякие сериалы. То есть женщины их смотрят. Здесь сериалы, соответственно, египетские снимаются. Вот. И их очень много. И, соответственно, куча вот этого. У всех стоят тарелки. И вот это как понос льется. Вот это там и американских фильмов куча. Смотрят они, как говорится, абсолютно все. Вот также, по-моему, Валерия задавала вопрос по поводу проституции, если у них здесь проституция. Конечно же, как говорится, есть. Вот, но как бы здесь все более как бы обтекаемо, оно все более как бы незаметно, но ихние мужчины как бы хитрые, они, конечно же, все знают. Вот. Я не знаю, в Александрии, как мне рассказывали, как правило, девушек находят на море. То есть они там, видимо, сидят за столиками. Вот. Но я как бы с этим вопросом не сталкивалась, но то, что я слышала. Вот, по поводу танцев, кстати, тоже. По поводу танцев. Очень популярный у нас, насколько я помню, в России танец вот, belly dance. Здесь это считается чуть ли не, как, предположим, у нас в России стриптизом. Так как здесь женское тело, оно как бы должно быть закрыто, вот этот танец, как бы, belly dance, он считается вообще, то есть, эротическим танцем, и
И египтяне стараются не жениться на женщинах, египтянки, которые работали именно с танцами живота. Вот, то есть так как это здесь приравнивается, я просто присутствовала на рождении ребенка, вот на неделе, и в семье там вот как раз вот мама одной девушки была как раз, про нее очень так египтяне между собой говорили, вот она была раньше танцовщицей, то есть это считается очень зазорным, мужчины, как правило, стесняются этого, и семьи стесняются этого, считается очень постыдным. Вот, Игорь, по поводу гаджетов в следующем видео, потому что я боюсь, что в этом видео я уже не успею рассказать, не хватит, мне очень много займет времени. В следующем видео постараюсь снять, рассказать подробнее о гаджетах. Вот сейчас пойду к доктору, вот такой, сейчас я вам покажу, какой госпиталь. А госпиталь вот такой вот это мечеть, и, соответственно, госпиталь, больница, можно так сказать, находится при мечети. Вот он вход. А доктор موجود؟ دلوقتي ولا خلص؟ لا ده لسه أول حالة داخلية. Окей. Вот такая больница. Играет гитара. Вот, и также Валерия спрашивала мою историю. Какая была история. Вот. У меня все началось достаточно, не знаю, обычно, необычно. То есть я, в принципе, работала в Москве и жила в Москве, ни о чем не думала. И мне моя мама общалась с каким-то, кстати, египтянином. И она сказала, что его один знакомый увидел мою фотографию и якобы влюбился, и вот он хочет со мной общаться. Вот, но я не обратила особого внимания. Вот, но мама потом начала говорить: Галь, ну ты пообщайся с ним, пообщайся, пожалуйста, с ним, потому что он сидит, он тебя все время ждет в онлайне. Я пообщалась раз, второй раз, потом третий раз. Ну и так общались, иногда я даже не думала, в принципе, ехать. Вот. И мама потом сама тоже захотела ехать в Египет, и она мне сказала, что: Галь, ну что ты поедешь? Неужели мы не поедем в Египет? Я говорю: ну хорошо, мам, поедем. Вот она говорит: ну ты скажи ему тогда, когда ты приедешь, возьми билет и скажи ему точную дату, когда ты приедешь. Ну я поехала, взяла билет, купила себе и сыну. Взяла, кстати, билет на 10 дней и поехала. Вот. Мне мой папа еще говорил: Галь, говорит, оставь дыньку, зачем ты с собой дыньку берешь своего сына? Я сказала: ладно, папа, пускай прокатится. Ну, поехала на 10 дней, и в результате это вылилось уже больше, чем 10 лет. Вот, но когда я приехала, он сказал, что... То есть я приехала, у меня были с собой деньги, конечно. Вот, и он мне сказал, что у него есть квартира в собственности. Вот, и где-то, наверное... То есть замуж я тоже не планировала, но когда я приехала, он меня привез к своим знакомым. Галина Уилсон. То есть когда я приехала, он привез меня к своим знакомым. Хотя прежде чем я ехала, я сказала: давай я куплю себе тур, давай я куплю себе номер в отеле, где мы будем с сыном жить нормально. Он сказал, что он ничего не надо, что он все это устроит. И когда мы уже приехали, он привез меня с сыном к своим знакомым каким-то, поселил нас там, и мы там жили 3 дня. Вот. И когда я уже его начала спрашивать, что я к тебе приехала, почему мы живем у твоих каких-то друзей, у девчонок каких-то,
Он сказал, что мы с тобой жить не можем вместе, если мы с тобой не заключим брак. Вот. И как бы он мне сделал предложение, чтобы выйти за него замуж. Я замуж за него, конечно, не собиралась. Вот. Замуж никогда не хотела. Вот. Ну, как бы я раз к нему же приехала, ну, я позвонила маме, говорю, мама, вот он предлагает замуж, как бы. Ну, мама говорит, ну, ты подумай, как бы. Ну, и, как бы я думаю, ну, все равно мне здесь находиться время. Ну, ладно, замуж так замуж. Вот. Никакого у нас шумного пиршества не было, то есть пришел обычный адвокат, мы подписали бумаги, он мне подарил какую-то золотую цепочку, ну и все, как бы. И как бы мы расписались, и все. И день проходит, там еще что-то. Я ему говорю, а что я тут, почему мы продолжаем тут жить? Вот. И потом он мне сказал, что он якобы там, вот есть квартира, мы сейчас туда поедем. Я говорю, ну хорошо. Мы поехали в эту квартиру. Квартира находилась, район такой есть Сат-Октобр, район 6 октября. Вот. И мы поехали в квартиру. Квартира была очень хорошая, как бы. Вот. И как бы самое странное, что меня больше всего удивило, что, предположим, если к нам кто-то приезжает в Москву, мы обязательно пойдем показывать там какие-то достопримечательности, большой театр. Вот. А он нас никуда не вез, не показывать ни пирамиды, ничего. Каждый день уходил на работу и все. Вот. А мы как дураки сидели, ну хорошо, что у меня были деньги, то есть я ездила каждый день в магазин большой, чтобы у меня сын там погулял, покатался на аттракционах. Вот. И потом я там, тот мужчина, который нас забирал из аэропорта, я с ним договорилась, чтобы он нас отвез в Каир, в Гизу, чтобы мы посмотрели пирамиды. Вот. И как бы я за свои деньги оплачивала все я сама, там, я не помню, сколько стоило, 250 паундов туда на такси, 250 паундов так обратно. И плюс я еще там сняла отель, там, по-моему, 2 дня и 1 ночь в 5-звездочном отеле. Подбирали долго отель, чтобы был подходящий. И ездили одни, он с нами не ездил. Вот, ну и как-то потом он у меня попросил денег. Вот, то есть мы переехали в эту квартиру, он мне сказал, он говорит, знаешь, Галя, у меня сейчас денег нет, может быть, ты мне дашь деньги, $300, я тебе завтра отдам. Ну, как у меня деньги были, я говорю, на, возьми. Вот эти деньги он, конечно, мне не отдал. Потом как бы получилось, что он уволился с работы. Вот. И деньги уже у меня подходили к концу. Потом мама продолжала мне присылать деньги. Те деньги, которые шли, как говорится, с бизнеса. И какие-то часть своих денег. Вот. И потом уже мама сказала, говорит, Галя, говорит, а все, говорит, денег нет. И он мне говорил, что у него есть квартира, я уже к этому моменту забеременела очень быстро. И когда я ему говорю, где квартира, он говорит, ну сейчас в квартире делается ремонт, вот она находится вот там-то. Ну и я как бы верила, а потом уже понятно стало, что квартиры никакой нет, денег нет, я беременная уже как бы срок. Он говорит, ну давай тогда переедем к моей маме. И вот мы из этих апартаментов, из этих больших квартир переехали к его родителям. Вот в одном видео я показывала квартиру его родителей. Здесь живут родители моего мужа. А? Здесь живут родители моего мужа. А? Why? А? Меня здесь сел. Его родители не знают, что я приду, потому что я с ними не общаюсь. Вот, и вот так живет обычная египетская семья. Такая маленькая комнатка. Все очень скромно. Фотографии на стенах. Вот там балкон. Вот,
вот очень маленькая квартира, без ванны, без каких-то условий. Туда мы переехали и начали там жить. То есть я, он и мой сын. Сыну тогда было 4 года. И вот так мы жили какое-то время, потом я поняла, что там жить невозможно, потому что у него еще был младший брат, который периодически побивал моего сына. Вот. И я ему сказала ни в какую, со слезами, я говорю, мы должны снять квартиру. И мы там сняли квартиру в этом же районе, мебели у него ничего не было, денег у него не было, денег у меня уже тоже, соответственно, не было. Вот. И мы переехали в эту квартиру без горячей воды, без каких-то условий, без мебели вообще. Была только, купили какую-то деревянную кровать, матрас, купили, как он называется, его мать отдала нам какой-то стол, и как бы все. И на окно его мать повесила нам простынь вместо шторы. И вот так вот как бы проходило, ни плиты не было, никаких условий не было, ничего не было. Жуткое, кошмарное время. И когда я своей маме говорила, мам, я хочу ехать, она говорит, Галя, ну дождись нас, вот мы с бабушкой приедем, потому что мама очень мечтала приехать сюда вместе с бабушкой. Вот. Ну и я беременная уже, там такие уже сроки, и мама потом моя приехала, там в сентябре или в октябре вместе с бабушкой в эту же квартиру. У мамы было там немножко денег, она купила кое-какой мебели, вот. Но все равно все было, это жуткие ужасные условия, без мебели, без плиты. Мама приехала, купила сразу плиту, купила холодильник. Его семья вообще ничем не помогла, не купили ни плиту, ни холодильник, ни мебель вообще. Я не знаю, на что они рассчитывали, деньги у них, конечно же, были. Вот. И вот так вот как бы началось все. И как бы я же не знала, то есть я и понятия не имела, как они женятся, как они выходят замуж и какие тут у них условия, что нужно обязательно покупать квартиру. Я не знала ни его ситуации, я не знала, что его родители врут, я не знала, что он врет. То есть как бы вот такое получилось попадало. Поэтому в своих видео, когда я даю какие-то рекомендации, я опираюсь на свой, грубо говоря, плачевный опыт. Вот. То есть не придумываю что-то, не раздумываю, а именно говорю из своего опыта и пытаюсь предупредить. Я не говорю, что все подлецы, но предупреждаю, что возможно, что будут такие случаи. Вот, и поэтому, когда уезжаете, не бросайте все, всегда оставляйте, чтобы у вас было, как говорится, на что уехать и куда уехать. Вот. Поэтому, что еще? И потом приехала моя мама, вот она купила как бы что-то там по мебели, что-то там по мелочи, там основную газовую плиту, холодильник. Потом с моей мамой у них начались проблемы, у меня с мамой начались проблемы. Мы сняли другую квартиру, однокомнатную. В ней тоже ничего не было. Была опять же наша кровать. Мы купили нагреватель воды первый раз за все время, что у нас появилась горячая вода. А так я воду грела на газу. В результате за все более чем 10 лет мы поменяли более 20 квартир, 21 квартиру мы поменяли. Forever.